Всем доброго дня! В комментариях под прошлым видео я обещала вам, что мы вместе с вами будем искать то самое приятное в осени, чтобы не сильно печалиться об уходящем лете и чтобы полюбить эту порой довольно хмурую пору года. Одним из таких приятных моментов можно посчитать то, что с приходом осени у нас появляется немного больше свободного времени, чтобы попробовать себя в мастерстве выпечки. И именно поэтому мы с вами сегодня будем печь осенний пирог. Для начала растираем яйца с сахаром. Затем к яично-сахарной смеси добавляем растопленный маргарин. Сметану, немного соли и соду, кашеную лимонной кислотой. Ну и, наконец, просеянную пшеничную муку. Все ингредиенты и их количество будут указаны в описании к видео и в закрепленном комментарии. Замешиваем мягкое эластичное тесто и делим его на две половины, одну из которых выкладываем в форму, смазанную растительным маслом. Затем нужно приготовить начинку. У меня это будет вареное сгущенное молоко и курага. Курагу нужно будет предварительно отварить минут 5 или замочить в горячей воде, чтобы она стала мягче, а затем измельчить ее с помощью мясорубки или блендера. Но для этого пирога вы можете выбрать любую начинку на свой вкус. Это могут быть сахарные груши, яблоки с медом или ваше любимое повидло. Чтобы вареное сгущенное молоко было легче намазывать, его можно какое-то время подержать в емкости с горячей водой. Сперва наносим слой сгущенного молока. Оно придаст кураге приятный сливочный вкус. В курагу можно добавить немного сахара, но тут уже в зависимости от того, насколько сладкой или кислой будет ваша курага. Выкладываем курагу на сгущенное молоко и приступаем к формированию верхушки пирога. В тесто для украшения пирога нужно добавить еще немного муки, чтобы было удобнее формировать узоры и чтобы они не стали бесформенными и расползались по всему пирогу во время выпечки.
Вы можете придумать любые украшения и закрыть начинку полностью или оставить ее открытой. Я на своем пироге сделала решетку, рюмкой вырезала цветы и при помощи картонных трафаретов кленовые и дубовые листья. Чтобы сделать пирог более красочным, как сама осень, в тесто для листьев можно добавить немного пищевого красителя. Пирог выпекаем при температуре 180 градусов Цельсия на второй полке духовки до образования румяной корочки. Обычно я смазываю свои пироги и булки сахарной водой, но в этот раз решила попробовать смазать яичным желтком и очень пожалела об этом. Запеченный желток смотрелся не очень красиво, особенно на листьях, в которые я добавила пищевой краситель. Но не так важно то, как идеально вы справитесь с украшением вашего осеннего пирога, как то, что вы найдете достаточно свободного времени для всей этой возни с тестом, те приятные эмоции, которые вы получите, придумывая узоры и украшения, а также улыбки ваших близких, которых вы будете угощать вашим осенним пирогом.